Я еду в Верону. Понял, Саня, понял. Верона, Верона. А это где Верона? Верона, Верона, блядь, сука, нахуй, блядь, где у нас Верона, блядь? О, Данюка, блядь. Вашенков, привет, Данюка. Внизу. Ну это рядом с этим, куда еду, да? Где Милан, блядь, а подожди, Венеция. А я рядышком нахожусь здесь. Стопэ. Сейчас припаркуемся на. Стопэ, Саня. Открываем карту, блядь. Ёптишь, блядь. А чё? Ну, короче, езжай туда, тебе все равно далеко ехать. Я сейчас езжу тогда в Трансбург. Скину груз и в Верона тогда сразу еду, окей? И туда сразу же мчусь. Потому что я уже груз, мне 300 километров осталось. Давай, и потом опять я вниз поеду. Сейчас я кину зарядку телефон. Фак. Все, пошано. Всем здорово, кто надеюсь на стриме сейчас. Можно сказать, уже добрый день. Уже 12 часов. 12-15. Заправляться нам не надо, да? Саня, из-за этого тебя, да, выкидывал, потому что у тебя Шкода была взята с третьего сервака тебя выкидывала, да? Решил на Шкоде погонять. Понятно, понятно, все. Ну я потом, Саня, в 16:00 я игры оффаю, короче, там будет другой стрим у меня по поводу этого. Игры престолов, короче, третья серия была. Ну в 16 до 17 час будем чисто так, можно сказать, болтушки, короче, поболтаем там.
с Дениской. Вот. Я его подрублю в веб-камеру и волну его на стрим через скайп. Вот. А в 17 часов уже будет первые две серии, первая, вторая, потом уже третья серия пойдет. Да, Александр, буду 8 сезон, 3 серию. Сначала первые 2 серии, потом 3 серию будет. Сегодня вышла 3 серия. Короче, ВКонтакте все будет у меня. Чтобы сиденье такое, бля, болталось бы как на фуре, нахуй. На пружинах, блядь. А, короче, это, какую-нибудь кабину с машины, блядь, снять, нахуй. Сколько сканей, блядь. Как в одном на стриме зашел мужика, вообще сделано, он типа, блядь, сидит в кабине, у него все оборудовано, там вообще там четко все. Ну, короче, какой-то не русский швед. А видосы останутся. Ну, слушай, Санек, видосы я не знаю, блядь, у меня первую часть, у меня типа изъяли, короче, ну, заблокировали видос. Вот, как бы сразу же, блядь. То бишь, ну, не знаю, если успеть скачать, вот я хер знаю. А ты какие хочешь посмотреть, Санек? С 1 по 3 или какую серию ты? Как бы можно отдельно, потом я могу тебе организовать отдельный стрим для тебя. Все 3 серии, окей. Санек, помнишь же это Сакурова, Летеху нашего в армии? Взводника нашего, бля. Но, короче, 11 марта разбился на машине, бля, прикинь. Попали в аварию, короче, все выжили, а он один, короче, не выжил. Я с женой общался с Ивоной. У него ребенок родился, сын. Ну,
был, есть уже сын у него. Вот. Что-то, короче, решил ему в Вайбере написать, короче, блядь. По его старому телефону, ВКонтакте, который мне указан, блядь. Думал пообщаться, спросить, как дела, что там это. И, короче, блядь, его жена пишет, типа, Сергей погиб, блядь. Пиздец, а вообще, блядь. Правда, я в шоке был. Вот. Он уже на то время уже был майором, короче. У нас он был лейтенантом, а когда разбился, уже майором был, блядь. Ну, командовал батальоном, блядь. Слушай, а трансляция не записывается? ВКонтакте записывается, но Саня ВКонтакте бывает банят, ну, блокирует видео. Вот. А если я буду транслировать на Ютубе или Твиче, да, на Ютубе сразу мне бан прилетит на 3 месяца, канал заблокируют, да, а на Твиче я не знаю, как они вот на это реагируют. То бишь это... Не, можно как тебе... Ты дослужил по контракту? Не, я ж тогда не подписали мне контракт. Вы ж когда уволились, да, я же хотел контракт подписать, все, я ж не подписал контракт. Как бы мне сказали, отслужи срок, потом контракт подписывает. А Косторнов, который генерал майор, блядь, был. Зам комбриг его. Или, не, комбриг. Косторнов. Вот. Как бы это... А потом Сакурова перевели в 1-й батальон, ему дали роту, блядь. Нам дали Калинина, блядь. Такого алкаша, блядь, взводника, короче, нахуй. Вот. Потому что Сакуров все хотел, чтобы я контракт подписал, блядь. Ну, ближе к дембелю я не стал ничего подписывать, уехал домой, блядь. Но я пожалел, правда, что я не подписал контракт, не остался по контракту, блядь. Вот. Так что, Санек, давай я что-нибудь замучу, короче, запись пройдет, как бы запишется, я быстренько скачаю видосики. Меня выкидывают постоянно. Откуда тебя выкидывают, Санек? Не знаю, люди сидят на стриме на ВКонтакте. У меня еще на Ютубе и на Твиче стрим идет еще. Еще на 3 платформах.
Вот что говоришь. Пишемся. Все, давай, Санек, много не бухай. Мало тоже. Все, нормально, Санек, давай, отдыхай. Все, приехали в Страсбург. Ну, нахуя сюда, бля, вот эту телегу вести, блядь. Блядь, что приехал? Да, Витек, привет, Витек. Да, выходной опять сегодня. Ну я сейчас до 4 покатаю. И потом будет у меня стрим. Уже отдельно ВКонтакте. Так, куда ты уехал, Страсбург, да? А где у нас, Санек, Верона, да? А до Вероны нам 646 километров, блядь, может до Милана что есть, но порожняком-то не ехать. Да? Сейчас мы поищем вот здесь. Может тут есть еще какие, блядь. О, кстати. Сейчас сюда заедем еще. Да, третью будем с вами смотреть. Присоединяйся. Страсбург, Страсбург. Вот не Страсбург, ебанули что ли, да? Страсбург. Понятно, короче. Ничего дельного нету у нас до Вероны. Так что поедем. Сейчас. Ух ты, бля, нихуя, откуда этот забор взялся, бля? Куда мы докуда едем? Это маршрут-то. Верона, да? Все, Александр, жди, я в пути, короче. Буду лететь, блядь, на всех парах, нахуй. Подожди, а тут еще что-то есть у нас. Может тут что есть? Блять, один Страсбург, блять. Еще, блять. Милан, Верона, да, Страсбург. А что тут еще есть поближе? О. Италия. Тут Италия, Милан, тут это Милан, да? Все, ништяк. Все, берем груз.
Не, я с работы приду и сразу помчу катать. А сериал я подожду полный будет. А я тогда посмотрю. Понял. Понял, Витек. Так это, блядь, до 27 мая. Долго ждать. Не надоест ждать? Ну, сейчас 30 сегодня вышел, потом 7 мая, 14 мая и 24 что ли. Как-то так. Время летит. Ну да, время летит быстро, блядь, это точно. Санек, я в пути, жди. Ну что, порожняком не ехать, вот беру грузы до Милана. Даниэл, здорово. Рад видеть тебя опять на канале. Что, как дела, Даниэл Кор? Опа! Да иди ты нахуй. Вчера видел. Опа! Поедем дальше. Так, вчера, видите, представляешь, взял бочку топлива и вез с 19:00 до 23:00, блядь. 8, 9, 10. Вот 4 часа, это, блядь, откуда до куда вез-то? Из Великобритании, вот, йоу, блядь. Ты эти купил, да, эти моды, короче, да, поставил, чтобы расширил карту. Это в онлайне ты играл? Вез или офлайн? Ой, блядь. Шея, моя шея. Бля, я как-то проснулся, я еще не хавал даже, блядь. Сразу, блядь, за компьютер, на что-нибудь. Онлайн. И сколько там стоит вот расширить карту, купить мод этот в Steam? Ну это DCL или как он там, блядь, называется. Вот.
Сколько там будет? DLC, да. О, Миха Бахарь, здорово. Миха. Топлива не хватает, нормально все. Каждая карта стоит по 600 рублей вроде в Steam, а если с биржи рублей 200, блять. Дороговато, блин. Я сейчас скоро уже исследую все это уже, у меня там уже 60% что ли исследовано, блять. Дорог. Вот. Надо доников собрать, короче, донатов на этот. И можно будет купить. Я купил и все за 1000 по скидке. Ага. Нормально. Не, у меня таких денег нету сейчас. Может когда-нибудь стоит мне задонатить на много-много денег. Хотя бы можно будет купить. Дай-ка нахуй заправлюсь лучше, блядь. Жора. Рыжий ёбнутый кот. Ты где, Санек? Я еду, мне еще 440 километров ехать, Санек. Я там груз еще взял, чтобы порожняком не ехать. Хоть баблишко чуть-чуть заработал, Санек. Давай, а ты уже приехал, что ли? Эх, ебать, русский дар. Почти, ну я тоже почти, можно сказать, приехал.
Давай, давай, я тебя уже вписал, кстати. Ты попросил, чтобы тебя в здорово вписать. Вот, я тебя вписал в конвой. Как бы это. Вот Санек будет. Он в тебе в этом пишет, сейчас мы общаемся ВКонтакте. Ну это. Вот там. В чате. Вот. Потом кто еще? Я. Санек. Санек, ты в силе, да, завтра? Вот. Получается, если ты будешь 3 и Димон там, если тоже 4 человека, плюс еще этот админ будет 5. Админ 5. Вот, 5 человек, как бы, это все, что я это. У них в группе 84 человека, блядь. Из 84 человек, блядь, никто не написал, кроме меня, блядь, и Ваценька. Пиздец, я вот не понимаю, нахуй тогда люди нужны в группе, чтобы, блядь, просто для численности, я не знаю, я бы для численности не стал бы народ. Вот если у меня там, блядь, 61 человек сейчас уже в группе, да, чисто, ну там чисто играют, кто уж, ну, играют люди. Вот, кто-то в танке играет, кто-то в ПБГ играет, да, вот, в ЕТС играет, как бы. Не, ну если подтянешь, то да, это в 12 часов завтра, чтобы хотя бы к 12 часам уже в Брюсселе быть там. Там будет админ это, встречает этот Zero 69 рус, что ли, у него будет. Zero и что-то там еще у него, короче, ник. Вот, у него такая розовая фура полностью. Я не вижу вот смысла народ держать ВКонтакте просто так, который зашел, вообще чисто добавился, нехуй делать ему. Типа то, что там, о, бля, у меня там народ до хера ВКонтакте, это хуйня, что. Я не вижу смысла там. Техника любая или есть правила? Не, любая. Любая техника. Ну там только одно, да, правило есть, что ни херню не страдали. Ну ты понял, там не подрезали, не обгоняли, там, если знаешь, там идет, если сопровождающий впереди, да, сопровождает конвой, да, чтобы на обгон кто-то взял, там, блядь, а заебались переться, поеду я вперед, блядь, знаешь, как бы вот такие правила, что не обгонять, не подрезать, не, короче, херню не страдать, вот, можно так сказать. Если конвой как бы идет, да, то конвой идет нормально, как бы, без всяких этих нареканий, вот. Давай, Витек, буду тебе очень благодарны, админа, если народ подтянешь еще. Тем более я, короче, я там подписался, блядь, они разрешили, типа, стрим провести с конвоем, короче. Вот, надо сегодня попросить, чтобы ссылку скинули на YouTube, на этот, и ВКонтакте. Вот. По идее, мог бы я вот так сейчас поехать, а в принципе, какой смысл? Но если не придут, придите меня одного. Ну хотя бы, чтобы ты пришел, Виктор. Хотя бы ты пришел, чтобы. Я еще Димону там напишу. Вот, я не знаю. Сказал, что вроде бы да, он сможет. Как бы, если нормально все, уже 5 человек будет. Ты, я, Саня, Димон и админ. 5 человек будет, как бы. То это будет вообще шикарно. Хотя бы 5. Вот. Потому что там уже девушка, ну там админ, да, она уже хотела отменять конвой. Как бы я говорю, что давайте
Мне бы хотя бы к вечеру сегодня знать бы точно, что все в силе, нормально все завтра будут, что а то приедут 2 машины, блядь, и админ 3 человека, как бы, знаешь, вот это. Вот. Либо хотя бы в группе, если там мало ли опаздывает, да, человек. Погоди, у нее розовая Скания. Розовая. Да, у нее розовая машина и розовая, этот прицеп розовый. Вот, и это как ее? Че, блядь? Если человек опаздывает, да, чтобы, ну, если я буду опаздывать, то написать либо админу в группу, либо мне там чикнуть, черт, я тогда скажу админу, что там человек опоздает, давайте подождем там минут 10-15. Там написано на фуре Zero 69 Рус. Я же группу вроде тебе, Витек, скидывал. Ну там может не одна будет играть, а там может будет парниша играть вместо нее. Да, вот. Там написано какая машина, кто что. Вот я не знаю, помню, мы пытались Скания вроде бы у них, либо Мерседес розовый. Вот. Санек, мне осталось 230 километров. Как прием? Прием. С разгону нахуй шлагбаум снести, блядь, и машину уебать в хлам. Давай, открывайся, блядь. До Вероны. Да, до Вероны, да, 200 километров осталось, Санек. Я ж туда в груз взял до Вероны прямо аж, блядь. Чтобы приехать туда уже сразу с грузом, блядь, сдать все и чтобы ништяк все было. А 9 мая будет чисто такой стримчанский, чисто в танке. Танковый стрим будет 9 мая. Я тут хотел замутить фишку, короче, это шлемофон, короче, купить. Ну, блядь, посмотри, я думал, он дешевый, блядь. В магазине летний шлемофон танковый 3500 стоит, блядь. Бэушный что-то, блядь, цены гнут. Ну там зимний продают. Я думал, вот в честь 9 мая, блядь, напялить шлемофон, блядь, постримить со шлемофоном, как бы. Вот. Тише такой создать танковый образ, как бы. А мы купим пилотку, нахуй, пилотку напялим. Чисто танки и танки, чисто русские ветки, блядь. День Победы, нахуй, катать, нахуй.
Блять, покурить охота, камеру чем нечем закрыть. У меня вчера было это. Погодите. Ай, блять. Сейчас мы салфеточкой пойдем нахуй. Я бы так, ну бля, YouTube ругается, чуваки. Сорян. Бля, ну YouTube рычит. Сейчас мы вот так сделаем, нахуй. Пока что. Пока что вот так, нахуй. Во. Ну быстренько думаем. Она не просвечивает? Не. Я вчера так же делал. Меня уже так забанили на видео. Ну, видео стрим один уже забанили на. То, что курил в прямом эфире. О, прямая хорошо идет, 180, 109, 110. Санек, сотка осталась до Вероны. Я скоро буду. Можешь пока покурить сходить. У нас, интересно, Дениска спит? Еще бы. Модер. Витек, ты здесь? Опа! Фокус, фокус. Ой, блядь, проехал поворот. Чуть промчался, блядь. Все, Санек, я приехал. Смотрим. Пока никого не наблюдаю на горизонте.
Так, Мункин какой-то появился. Санек, что-то тебя не вижу. Один Мункин есть, нахуй. Я еще... А, ты еще едешь. Ну все, понял, я тебя жду, короче, Вероны. Хоть и хпшки, блядь. Ты долго еще много ехать, Санек? Нихуя не глази. Короче, я тебя в этой ремзоне жду, да? Давай в ремзону приезжай. Я буду в ремзоне. Вроде нужно ремонтировать. А, есть. Так.
аптеки. Ладно, на. А, блядь, что? У меня тут квас уже есть, блядь. А что у нас? Что-то радио, вроде включал радио, да? Радио Рекорд. Сейчас мы чекнем группу, посмотрим, что там у нас. Почему? Магазин, дома, такси, туда-сюда, во мне несколько новых дней. Ну, в принципе,
О, Санек, я вижу, ты приближаешься. 300 метров. Все, Сашка приехал у нас. Неужели? Сейчас, подожди пару секунд. Давай, давай, жду. Ну чё ты тут рассекаешь, блядь? Поехали куда-нибудь. Видишь ли, он тут, блядь, ездит. Есть там какая-то шарашка, вот сейчас сюда заедем. Ну чё, давай смотреть, куда груз берем. Если не будет одинакового, то давай куда-нибудь рядышком, чтобы было. Верона, Братислава, Турин. Ну чё есть? Да. Святослав, Тимис, привет, Святослав. Санек. Есть Гамбург пиво, да, сейчас посмотрю, что у меня есть. Гамбург пиво. What's the plan? You tell me. Nike's on, wanna play. We can slide, we can stay. It's on you.
Я взял тоже в Гамбург, но не пиво. Короче, какую-то хуйту взял. Я тоже до Гамбурга взял, но не пиво, там, короче, какую-то шляпу, блядь. Поеду грузиться. Вот она, вот моя шаланда, ждет меня, блядь, дорогая. Саня, 1200 километров ехать. 1226. Ну я эти копейки не считаю. На. У меня с ограничением взято, то бишь я больше 90 не разгонюсь нахуй. Так у меня тоже только 90. Нормально, целее будем, блядь. Я же пивище везу безалкогольное. Налей кружечку. Сейчас догоню, налью. Сука, не успел, блядь. Ты куда поехал? Ау. Куда прямо? А мне надо направо. Бля, либо я поворот проебал, подожди. Жди. Пиздец. Блядь, походу меня тут ебашить еще задом. Ебаный в рот. Охуя, да, взял? Ладно.
Тут я не разверну, да, шаланду, блядь? Как ни крути, на. Ты что, там развернуться не можешь? Я задом прусь. Понятно. Шаг вперед, два назад, блядь. Только так, больше никак. Тут узкая дорога. Езжай прямо там направо уйди. И чё там, а там встретимся? Да, направо сверни. И там по съезду уйдешь как раз где я. Все, давай, понял. Че, мне буду ебаться, блядь? Сраться нахуй. Не, а вот мне он интересно вообще показывал прямо, блядь, по моему маршруту, вот. Что, он разные показывает эти маршруты? Давай направо поворачивай здесь. А здесь нету у тебя съезда даже. Ну, сейчас приеду. Да, да, сейчас я приеду. Нет, тут есть полоса, это можно развернуться, только я не знаю, съеду ли я там, я не съеду. А мы здесь не подняться в гору. Жди, короче, сейчас я развернусь, приеду. Нарушаем все правила дорожного движения, блядь. Поедем сейчас по встречке, чуваки. Главное, чтобы не было, блядь, у нас машин нахуй. Вижу, вижу, вот я наверху. Сейчас я съеду. Вот этот поворот я проебал. Подожди, а ты платку проезжал? Платную дорогу. Да, да. Понял. Да, проехал. Все, давай, давай. И жди там, сейчас я. Да ёбаный ты, сука, индус на. А там проеду? Чё творю, блядь, а? Интересно, вот здесь меня пропустит? Сука ты, блядь, а? Я тут не в это не пишусь. Да, я уехал.
А ты ссылка, столбон ебаный, а? Ездок, блядь, да? Пиздец, блядь. Я пока тут сейчас кручусь, верчусь, я же машину расхуярю нахуй. Да откуда ты там, блядь, столбы ебаные, блядь? Накопают, блядь, дорожники ебаные, блядь. Все, я надеюсь, больше нет столбов, да, блядь? Сука, блядь. Что там, застрял, что ли? Да пиздец, что-то я вообще хуёвничаю, Санек, нахуй. Думал туда по левой проехать, а там хуй только встречный проезд, блядь. Нихуя, пока там разворачивался, эти столбы кто-то накопал, блядь, левых, блядь. Которые не нужны, блядь. Что, езжай, езжай, я догоню тебя. Я как раз разгончик взял, нахуй. Ты чё? Так, Тима, все, сейчас будут серьезные вопросы. Сегодня у тебя большой сольный концерт в Петербурге, первый, второй. Понятно. Ну, это был такой разогрев, превьюшечка. Да. Слушай, Тима, скажи, пожалуйста, как ты сам вообще определяешь жанр, в котором ты поешь? Кстати, я тоже безалкогольное пиво везу, блядь. Так что у меня тоже есть пиводрос. Пивчанский, на. Скажи, пожалуйста, а кем ты вообще вдохновлялся? Может быть, кто-то для тебя был авторитетом? Безалкогольное пиво, 23 тонны, гамбург. Да, все то же самое. Понятно. Скажи, а что-нибудь интересного мы сегодня увидим на концерте? Может быть, расскажешь какие-то вот секретики? Ну, например, Все, можно круиз-контроль въебошить и ехать. может быть, ты выйдешь с инструментом, например. Санек опять лагает у нас, блядь. О, здорово, Андрей. Да, окей, хорошо. А теперь вот такой вопрос. Значит, в детстве ты захотел стать музыкантом. Я знаю, что ты родился в музыкальной семье. Мама у тебя преподаватель флейта, а папа у тебя, я знаю его лично. Да, такая случайность. Мы работали с ним вместе в театре, а вот твой папа, он оперный певец. Скажи, не было предложения от него, например, тебе давать уроки по вокалу? Опять баги, у тебя не было с правой стороны двух мужиков. Чего справа? Ну, вообще что-нибудь подсказывает? Справа стоял треугольник, два мужика. А, слушай, вроде бы нет, либо я не заметил, короче. Ну, для вокалистов это очень полезно, хорошо, понятно. Скажи, ты сейчас живешь Ну, вроде бы я никаких людей не видел, блядь, и знаков этих аварийных. в самолете. Но все равно ты как бы не планируешь поменять, допустим, одну столицу на, к примеру, столицу Москва. Не, честно, может они стояли, я просто не заметил, проехал. Вот интервал, 100 метров, самое то держать, блядь. Между своими этими.
даже в конвое нормально вот так 100 метров держать Я жду сейчас. дистанцию. Мы с тобой за эфиром еще кое-что. Потому что бывает машина, вот как у него лагает. И это. Телефон Samsung звонил, да? Нет. Xiaomi. Redmi Note 4 Pro. Да, все. Хуярис, зеркало тоже. Ну нахер. Стас Антипов, здорово, Стасян. Что, где-нибудь будем остановку делать, Санек? Мы за правку возьмем. Окей. Андрюха, здорово, Андрюха. Ты что, насквозь проехал, что ли? Да, она открывается так автоматически, короче, у тебя папки сдирает на. Давай на заправку, Санек, заедем. Давай. Че, Андрюха, как дела? Интересно, мне нужен этот? Бля, где кнопка это? А, мне не надо заправляться нахуй. Сколько тут по времени будет простая? Слушай, насчет простой, я не знаю, сколько там может стоять. Не успеешь ли поесть? Наш корабль идет ко дну. Ну чё, давай перекурим, поедем дальше. Перекур. Сейчас опять вот это сделал некрасивую вещь. Вот так вот. Ёпти нахуй, блядь. Опа. Зря предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Если бы стримил на ютубе, я бы не стал бы закрывать салфеточками камеру, блядь. Ваш ютуб ругается, блядь, очень сильно.
подписались друг от друга в Инстаграм. А вот этот поступок, конечно, все объясняет. Отписка, бан, разобрались по-взрослому. Давайте на чистоту, кто из вас хоть раз пользовался накруткой, пишите нам в мессенджер, давайте раскроем все карты. Ну а в следующем часе расскажу, как пройти короткий путь от артиста к президенту, ну или наоборот. Услышимся! Реклама. Какое моторное масло выбрать? Качественное, Современное, премиальное, синтетическое, надежное. технологичное. Идомитсу. Без лишних слов. Спрашивайте в магазинах города. Подробности на idomitsu.ru. Подключить антенну. Целое приключение. Мега без антенн. Смотрите более 200 телеканалов и 10 тысяч Там фильмов даст на там смартфоне, голоса. компьютере и смартфоне в подписке максимальная на Мегаbox. Сейчас у нас в эфире Тима Белорусских. Тима Белорусских, я тебя приветствую еще. Еще раз. Тима, скажи, пожалуйста, так по секрету, у тебя рост 81 или 193? 193, боже мой, я с тобой просто как хлопик маленький. Так, давай будем продолжать наши темы разговоров. Совсем скоро вот уже выйдет твой 4-й клип. Да, ну я вот увидела в официальной группе ВКонтакте, что 26 числа вы снимали клип на витаминку. Всё? 2 дня нас. Да, и еще был объявлен большой открытый кастинг. То есть вы не использовали известных там артистов или моделей. Вы почему именно вот открытый кастинг для всех желающих? Ну, чтобы люди видели вообще, как участвуют в музыке, артисты, чтобы все было максимально открыто. Так что где-то кого-то в зале, все, пожалуйста, вот это артист, все. Ну, нашли? Да, Гарик наш Горелов есть такой. Ага. Пацанчик наш, я думаю, очень скоро услышите. Скажи, ты же сам проходил еще недавно кастинги. Ну да. Ну, давай вот сейчас поговорим поподробнее о твоем лейбле, в котором ты сейчас состоишь. Это единственный, да, в Беларуси лейбл. Kaufman лейбл. Кто не знает, друзья мои, записывайте, это очень классная штука. Ну чё? Недавно у вас там прошел кастинг Едем? артистов. И ты, насколько я знаю, был там в жюри. Сидел, да. Ну, не сидел, участвовал. Каково тебе с другой стороны смотреть на участие? Слушай, мне интересно, на самом деле. Это есть тема, да. Слышу моменты, которые можно было Давай, заводимся. просто немножко уже Я уже поехал, тронулся. Насколько я знаю, вы там нашли хороших ребят. Уже. И кто-то даже уже записал. Я еще не тронулся. все работает вообще прям. Оценить сам все. Хорошо, круто. Скажи, а может быть ты приоткроешь занавесу тайны, все-таки занавесу тайны, о чем будет клип «Витаминка»? Как всегда, классический, выдержанный, в стиле 90-х. Старались сделать свой. Ну, сейчас все вообще модно, 90-е. Ну, не знаю, как у всех, И снимали в Минске. но Ты, ну, прям совсем даже не задумался, вот 3 города, как я в Сербии. Классно. Еще красиво, очень красиво. Мелочи есть. Хорошо, еще один такой вот вопрос по поводу райдера. Вот очень интересует. Вот у многих известных людей есть райдер, и есть там бывают странные какие-то непонятные финтифлюшки. Например, у Бибера он заказал, у него был личный повар, который бы готовил ему 5 блюд в день, и каждое блюдо называл в честь его песни. Скажи, у тебя есть какой-нибудь странный пунктик? Сказал, на самом деле мы сразу постоянно меняется вот, но как бы чего-то особенного, не знаю. У нас очень белые, свежие машины. А почему? Почему на сайте? Блин, не знаю, на самом деле просто это же такая мелочь, которую ты можешь там все, так, оп, свеженький, после выступления немножко. Ты едешь? Белая футболка есть такая у тебя? Есть вид белая футболочка? Вот я вообще даже заметила, что во многих соцсетях у тебя белая футболка, такой минимальный принтик какой-то. И даже в Минске
периодически, когда Что он там? снимали Саня? вопросы, да, вы тоже доставали футболки белые. Это тоже какая-то Это ваша? вообще, это наш первый мерч вообще. Это вообще вспомнил. Ну, я Ну, я не готовилась. знаю, там буквально 30 майк. Немножко запачкал. Слушай, тут вот еще люди спрашивают, что через кого и как ты продвигался, мне уже сказали, что ты участвовал в кастинге. Кто был твоим вдохновителем? И как долго ты шел к этому успеху? С чего тебе это стоило? Потому что пишет Евгений, и он начинающий хип-хоп исполнитель. Слушай, ну прям вдохновлялся, мне кажется, вдохновлялся больше мыслями о том, как это может быть, если это все-таки у тебя получится. Я либо... Если идешь в одну точку, конечно, есть. Я знаю, что в одном интервью ты написал, что ты пишешь стихи. Ну, хорошие, глубокие какие-то, да, Ну смысловые. вот сейчас нет, сейчас было время у меня. А не планируешь выпустить, например, маленький? Ну да, так выпустить маленьким тиражом. Так, Тим, хорошо, ты давай сейчас будешь готовиться у нас совсем скоро. Ты у нас будешь исполнять песенки. Мы с большим удовольствием послушаем в прямом эфире. Это будет что-то новое, что-то будет эксклюзивное. Я думаю, это с трек с альбома. Трек с альбома. Но он еще в ротации не звучит. Опа, это очень здорово. Друзья мои, напоминаю, что у нас в гостях на актуальной танцевальной Тима Белорусских. Поэтому вы можете свои вопросы задать ему в прямом эфире, закидывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд. И самые интересные вопросы, конечно же, мы зададим, и Тим ответит. Естественно. Естественно. Все, друзья мои, продолжается эфир актуальной танцевальной. Я также лагаю, останавливаюсь, да? Да. Так что держи дистанцию, где-то метров 100. Чуть было не было. Ты вовремя переместился вперед. Соточку держи, дистанцию нормально. У тебя с левой стороны были ремонтные работы? Не было. Опять глюк игры, да, походу.
Ну хорошо, но сейчас тебе предоставляется все-таки возможность спеть песню с нового альбома. Как называется? Возвращаться уже поздно. Все, друзья мои, прямо сейчас слушайте песню. Запутали сами в себе, запутали память о всех, распутались, никого нет, тем вот мы падаем вверх. Я буду скучать однозначно, первые пару минут так точно мрачно, потом все забываем иначе, забываю, где я тебя прячу. Сейчас друг от друга далеки, я бегаю по кругу, будто всегда под таким. Говорите под глазами синяки, и теперь вместе разве что лишь наши двойники. Запутали сами в себе, запутали память о всех, распутались, никого нет, вот мы падаем вверх. Запутали сами в себе, запутали память о всех, распутались, никого нет, вот мы падаем. Назад возвращаться уже поздно, назад возвращаться несложно, получается, что возвращаться можно, так что увидимся точно. Только не бойся, чувства имеют побочные свойства. Мы обязательно вернемся, солнце разбудит нас то, что не бьется. Назад возвращаться уже поздно, назад возвращаться несложно. Получается, что возвращаться можно, так что увидимся точно. Только не бойся, чувства имеют побочные свойства. Мы обязательно вернемся, солнце разбудит нас то, что не бьется. Я позабудем все, и меня уже одного несет. Но ты не забывай нас, не забудь наши тайны. Это сблизит, это дальше, не знаю вообще немного времени, дай, но я готов остаться не на миг, если просто согласишься остаться любым, мне не надо никаких обоцений, интриг в этих местах от тебе и поцелуях, а любви мне просто классно. Ночью наблюдали, как люди бегают на красных, и где-то там хотела видеть нас ты, в очередной раз ты прекрасна. Но в очередной раз ты так прекрасна. Но почему ты так прекрасна? Ты так прекрасна. Назад возвращаться уже поздно, назад возвращаться уже поздно, назад возвращаться несложно. Получается, что возвращаться можно, так что увидимся точно. Только не бойся, чувства имеют побочные свойства. Ну, песня какая-то музыка. Чего говоришь? Я говорю, песня какая музыка. То, что у меня играет? Ну, так у меня такой же радио, как у тебя. Рекорд. Не, есть нормальные песни там. Да, ну, фигня. Такая. Нет, остальные-то нормальные, которые белорусских вообще какая-то туфта. Не, я говорю, остальные-то нормально. Бывает, что хрень включают, блядь.
Нямба, нахуй. Ух. Есть какой-то ремонт дороги. У меня ничего не было. Никакого ремонта. У меня там эти значки стояли, и народу целая толпа на дороге стоит. Ну что же, прямо сейчас у нас в студии первый Не-не, у меня не было такого. белорусский. Да что ж такое? Опять баг какой-то, глюк на игры. О, хорошо, как слышно у нас. Так, Тима, несколько вопросов у нас все-таки осталось. Скажи, пожалуйста, ты вообще планируешь высшее образование получить? Ну там, На самом деле, да, учеба вообще. Много часто, я просто, конечно, не представляю, как это делать. Вот, ну да, что такое? ну надо же, может, на заочку. Может, на завод. Нет, тут другой вопрос. Тебе 20 лет, так? А армия? Что нам говорит вооруженные силы Беларуси? Ну, так совпало, что видишь, аномалия тела. Да все хорошо. Все хорошо, да. Все хорошо. В общем, есть хорошая отсрочка от армии. Все нормально. Так, давайте к Викторсу вернемся. Планируешь ли ты записать с кем-нибудь дуэт или какая-нибудь группа? Или уже? Пока что нет, вообще. Я общаюсь с разными, общаемся, пока что. Пока что сам отлично. Если однажды когда-нибудь случится, может, я с кем-то запишусь. Обязательно позвоню, расскажу. Хорошо.
Вот сейчас здесь справа работы ведутся, вот трактора стоят, катки. У тебя есть? Сейчас посмотри. И настоящие белорусы. Да, это есть. Понятно. Последние вот слова вот сегодня я хочу тебя спросить. Что бы ты сказал себе десятилетним, какие ошибки себя остановил, и что бы ты сказал Значит, глюк игры, блядь. через 10 лет? Давай тормознем, Саша, покурить. До телефона зарядку поставь. Давай, давай. Спасибо папе за это. Ну а 30-летнему просто оставаться в тонусе, оставаться свежим. Это важно. Вот и всё. Дима, спасибо тебе большое. Спасибо тебе за эти белорусские голоса. Друзья мои, прямо сейчас у нас в эфире первый танцевальный был Дима Белорусских. Также в ВКонтакте у нас была прямая трансляция. Дима, только слова благодарности. Спасибо, спасибо. Ждем тебя еще к нам в гости. Ну и что, у нас совсем скоро уже будет в эфире Люба Знахарева здесь на актуальном танцевальном. Зацени, как я четенько припарковался. Ага, вижу, вижу. Ага.
Че, поехали? И на ближайшие 4 часа я буду вместе с вами. Знаете, друзья, сегодня утром я с просонья встала и подумала, что как-то быстро пролетела неделя, я даже как-то не заметила. Ну, непонятно, потому что понедельник был вчера, сегодня, по сути, пятница, и это не может не радовать, друзья. Давайте общаться. Мобильное приложение «Радио Рекорд» для ваших сообщений. Пишите про свои планы на эти длинные выходные. Пишите про то, как у вас прошел день, как ваше настроение, да и вообще все, что вам захочется написать, обязательно закидывайте в наш мобильный мессенджер. Почитаю ваши сообщения примерно через полчаса. Ну и, конечно же, будет много классной музыки, которая нас будет поддерживать и создавать хорошее настроение. Например, мы послушаем Энди Дарлинг и Экс снова просто танцевать. Я во сколько должна быть Габри Понте, сдача груза? В какое время? Молли, сработал. Сейчас посмотрю. Jonas Brothers, Sucker. Че говоришь, не понял? Открываем этот час Medusa и Good Boys, Piece of Your Heart. Друзья, актуальная танцевальная музыка здесь. Просто делайте громче и наслаждайтесь. Типа пишет 20 часов 30 минут. Или что это? Где там посмотреть, сколько до груза осталось? У меня среда в 7:48. А, это наверху, где конверт, да, нарисован? Не, где этот навигатор. И внизу написано скорость, ограничение. И ниже ETA. Среда там идет. А, у меня среда 7:37. У тебя отключен этот сон? Ну да. Сейчас я на заправку заеду. У меня... Ну, в принципе, хватит до следующей, короче, поехать до следующей заправки. А у тебя что, спать хочет уже водила? Не. Блядь, 90 так как черепаха прется, блядь. Иногда.
Руслан, у меня самого руль вон внизу есть. Я с рулем же играю. Тут ограничение от 90 стоит в этом режиме. Так что тут больше 90 не разгонишься на. Я же с рулем играю. Что из ряда в ряд виляешь? Да хрен знает. Хочется так. Ты что, уже не работаешь в охране в этой? Так у меня отработки до 8-го, я же уволился. Ну, заявление написал, блядь. Чего не понял? Чего это? Отработка у меня до 8-го. Ну, 2 недели отработки дали мне, вот, до 8 мая у меня отработки. Видишь, как я отрабатываю сейчас. Только вроде устроился уже отработки на работу. Да, блядь, Санек, очередной раз Шарашкина контора попалась, блядь. Знаешь, когда на собеседовании говорили одно, вот, зарплату и все, короче, а в итоге оказалось в деле, блядь, вообще все по-другому. И что по зарплате теперь стало? Так, по зарплате там, блядь, смотри-ка, короче, мне обещали 2600, я устраивался по 6-му разряду, да? А в итоге меня начали кидать, я устраивался вообще в ГБР, инспекцию. Ну, типа инспекция, там, ездить, проверять посты и все это. А в итоге, короче, меня, блядь, начали по 4-му разряду кидать, блядь, по постам. Вот. Ну и там, блядь, посты есть разные. Где-то 1300, блядь, за смену, где-то 1500, блядь. А нахуй мне этот геморрой нужен? Так, а что, обратно в кинотеатр не? Так, в кинотеатре же все отказались от охраны. Там на тревожные кнопки перешли теперь все. А, понятно. Так, а там же какая-то контора была. Да там московская контора. А, теперь вообще нету в Питере, да? Не, в Питере вообще нет этой конторы, но она московская. Даже можно не снижать скорость на 90 войти спокойно. Все-таки догнал я тебя. Точнее, ты меня догнал. Как так получилось, Саня? Резко ты остановился, и я приехал. Ну я вообще не тормозил, я как 90 шел, так и иду 90. Я вообще, я круиз-контроль включил и... Так, а ты не почувствовал ударов никаких? Нет, ничего не почувствовал.
Всем здорово, кто сейчас на стриме. Что-то погода начала портиться, май, блядь. Сейчас будет холода, блядь. И насколько ты ушатал машину? О, а Саня вообще нет. Эх, Саня вышел, блядь. Ой, блядь. Догнал, что ли, перевернулся, что ли, блядь? Интересно, девки пляшут, блядь. Ну, хули, стой, не стой. Надо ехать. Осталось нам 230 километров. Вот. На заправку будет заехать. Да. Санек, Санек.
Ну все, это сейчас я довожу груз, и все, сейчас я этот стрим заканчиваю, и 16:00 запустим другой стрим, уже час поболтаем, музычку послушаем, и в 17:00 уже начнется первая-вторая серия покажем «Игру престолов» 8 сезона, потом 3-ю. Ай-яй-яй-яй, бля. На первом сервере вообще тухло.
тихо, тихо, блядь, куда летишь? Ой, Илюха, тебе заняться-то нечем. Да, Илюха? Lumix and Gabri Ponte. Monster. Орион, приветик, привет. Как дела, Орион? Слушай, нормально. Куличик поели. Эти кокушки побили на яйца. Да, так обычно. Схерали, блядь, обоснуй мой плохой дальнобой, блядь. Что тебя не устраивает, блядь, в моем вождении, а? Скажи, блядь. Светофоры ебанутые. Кстати, если чё. У нас семья большая, 6 человек, мама на каждого испекла по ключу. Классно. Увидите, скоро будут права, так что, блядь, попрошу прикрыть Варюшку. Надо на перекрестке, короче, развернуться, блядь, потому что, сука, я из одного человека, который Илья Михеев, блядь, проехал, блядь. Поворот, блядь. Шесть человек. Блин, большая семья, да. Какой план, блядь. Пизди, блядь. Короче, не будем тут, блядь, пафосом заниматься, нахуй, развороты всякое разное у Бутана. Хорошая работа, блядь. Элита, уровень элита. Так, в танчики будут или только это? Сегодня, сейчас все, я просто сейчас буду заканчивать, но в 16:00 я запущу отдельный стрим, сегодня будет просмотр. Игра престолов, третьей части. Ну, сначала будем первую, вторую покажем, потом будет Витек, здорово. третья часть. После. Кто там, блядь, говорит, я что-то не понял. Я так Сейчас понял, будет ты это... послушание.
Ты чё-то, тебя прокинуло что ли, блядь? А танчики, я говорю, будут танчики. Я от 9 мая планирую до 9 мая чисто одни танки стримить. Не, ну и до 9 мая тоже будут танки. Что-то я вышел. Всё, да. Вот. Как бы вот такая херотень. Сейчас я тут. Ой. Так что вот так вот. Танки будут, да. Блиц, а что у нас блиц? Сейчас вот. Это мой план, бля. Коварный план Ильи Михеева, бля. Тебе сказали, что-то давали еще в другом. Слышь, Илюха, ты здесь? Сказали, что тебе дали этот, как его, админку у этого модера, Киберкинг, да? И у тебя снял ее. Можно узнать причину опять? Тебя уже со второго канала. На втором канале у тебя забирают модерку. Вот Илюхи нету. Я теперь понимаю, почему Илюхи Михеева забирает модерки, блядь. Тут ты, блядь. У меня трон разваливается, нахуй. Опа, все, заебись. Танчики, танчики. Кстати, что там говорят, в танчиках обновление вышло, да? Все по фэншую, типа. Он мне на ютубе не давал, ну, так, типовых он говорит, ты там на других каналах модер, типа, на моем канале ты сидеть должен. Короче, я сам я не понял, если честно. Короче, как Хомка объяснял, что типа, что ты бегаешь с канала на канал, короче, прыгаешь, короче, перебежчик, блядь. Вот. Ты зайдешь, напишешь, свалишь на другой канал побежал, как бы. Вот. Типа, фишка в том, что если ты модер на одном канале, как бы, да, ты должен, типа, сидеть на канале. Модерировать, короче. Вот.
независимости есть народ на канале, нет народа. Потому что может какой-нибудь диванный эксперт или как, извините за выражение, долбоебик зайти и начать всякую хрень писать. А типа стример, да, типа кто вот это, он не может. Там, блядь, если он играет там в какую-нибудь игру, там, да, и он, блядь, отрываться на то, чтобы забанить там, блядь, человека этого, отрываться, отвлекаться, как бы. Вот. Модеры на что они же нужны? Чтобы сидеть, следить за чатом. Вот. Как бы. Не, это понятно, если ты там бегаешь по каналам, там, да, там, блядь, смотришь. Я тоже бегаю по каналам, как бы, ну, получается, в свободное время. Вот. Да, Саня, я что-то все докатился уже это. Надо, я думаю, либо поужинать, ой, позавтракать. Я так и не завтракал. Уже по идее обед уже, блядь. Я еще даже это. Я хомяку говорю, что я перебегаю на другой канал, если я его могу слышать на нем. Ну не знаю, Илюха. Не, у меня вот как, если, ну вот я считаю, может я неправильно считаю, может у меня там исправить, типа, если человек пришел на канал, если он модер, да, зашел, все, как бы он должен быть, находиться на канале и модерировать, короче, чат. Вот, то бишь. Вот. Сидеть, а не зайти, да, написать, поздороваться и свалить. А вот ты свалишь, да, уж был такой инцидент один, ты это тоже, короче, зашел, посидел, свалил, и тут, короче, тело пришло какое-то и начал там, короче, уебываться. Вот. И его, короче, пришлось мне выйти с игры, короче, зайти себе, блядь, в чат и, короче, забанить это тело. Вот. Вот так. Конвоя, смотрю, не будет. Да фиг знает, Санек. Что вообще будет, не будет завтра. Админ там просто что-то, как его, можно сказать, типа кипишут, не кипишут. Ну, народ не собирается, короче, никто не пишет. Вот ты написал, да, в группе, типа, что Скания, там, ник такой-то, да, я написал за себя и за Витька там, вот, написал. Димон, ну, написано, что нет. Как, уже написано, что нет? Блядь, я тогда не понимаю эту группу, этих людей, честно. Привет всем, да так, сообщу следующее. Если народу к 1 мая не будет, мне придется отменить предстоящий конвой, перенести. Зачем устраивать конвой, если на него никто не придет? Так, по активности я посмотрю 29 числа и 30. Напишу вам, каково будет положение с уважением, иллюстрация. А где ты увидел, что написано, что не будет? Вроде бы тарарам, ничего нет такого. Ну, написано, что нет. Фиг знает, Саня. Так, надо что, мне надо сейчас будет руль снять. Так, и группа закрывается.
Опа-на. А, понял. Праздник конвой будет открыт до 1. Так, дорогие участники конвоя и группы нашей совместно недавно я говорил с админом группы. И она согласилась тоже принять участие в конвое. Он пройдет 1 мая 2019 года в среду. Сама она будет во главе конвоя. Виктор Кот, привет, Виктор. Конвоя, так, но пока так, она выбирает оптимальный маршрут для нас. Я не смогу принять участие в конвое, жаль, но рассчитываю, что вы примите участие. Итак, конвой объявлен 1 мая 19, а то майские праздники. Так. Более подробно маршрут, во сколько надо приехать, куда именно приехать. В честь майских праздников конвой будет открыт до 11 мая. Так. Виктор Код, где Дискорд? Да хз знает, сейчас. Да сейчас не по Дискорду, сейчас это. Сейчас. Так. Я посмотрел активность группы за последний месяц. И печально скажу я вам, у меня нет выбора, я отменяю конвой. Группа временно закрывается. Да. Почему так? Вроде бы 5 человек. Как бы, или не хотят. Ну ладно, не хотят, так не хотят конвойство. Что теперь? Как бы смысл человека напрягать, людей напрягать и что-то там жопу рвать, если не хотят. Зачем? Не хотят, значит. Да я понял, я прочитал, Санек, прочитал. Вот. Сейчас я руль сниму. Ой, блядь. Сейчас. Камеру офну. Чтобы не видели мой супер-пупер руль на. ПУБГ не играешь? Почему играю, Санек? Так, отключаем руль. Так, что у нас это? Где у нас это? Что у нас идет? А, это USB руля, да? Все. Или Warface. Warface тоже играет, Санек, но я не стримлю Warface почему-то. Он никому не интересен, Warface. В плане стрима. Лежи, кот. Вот. Так, беспроводную игрушку. Ну что, тогда надо, блин, написать это людям, кто хотел сегодня в конвой пойти. Вот. Что отменяется конвой завтра? Вот так. Блин, а я так рассчитывал на конвой завтра. Капец просто. Прикольно, вроде игруха, сейчас в мае будет обновление. А какая игруха, Санек? Warface? Ага.
Не, ну я уже давно играю в нее, в эту Warface. Вот. Просто у меня сейчас она не скачана, у меня просто... Вот. Как бы это... Она у меня не скачана сейчас. Не, игру-то игра нормальная, да, там. Вот. Как бы это, блядь, сука, нужен диван привезли, а, блядь, сзади стенка у этого дивана, блядь, я вручную не могу закрутить самореза. Я в это. В Ютубе тоже идет стрим, да, тоже идет стрим, Саня. Сейчас я напишу админу. Так, сейчас я... Дмитрий, привет еще раз. Короче, конвой отменяется на завтрашний, потому что народ не собрался, как бы. Вот, что будет изменение, я тебе потом скажу. Так, сейчас еще скажу кому-то. Кому-то я хотел еще написать, блядь. Про конвой. А, вот. Витьку. Ёптишь. Витек, здорово еще раз. Слушай, конвой на завтра отменяется. Вот, народ не собрался, как бы админ решил отменить конвой сейчас. Ну, и группу закрывают на время. Как будет что известно, я тебе скажу. Что-то там нету стрима. Где нету стрима, Саня? Сашка, ты чё? Вот, вот, пожалуйста. Известно, я тебе скажу. Вот, вот. Видишь, я скинул, вот зайди по этой ссылке. Витек Витьку. Да, Витек Витьку. Как бы вот так вот. Иван Геймер Кузьмин. Здоров, здоров, Иван Геймер Кузьмин. Подписывайся, Иван Геймер Кузьмин, на канал, ставь лайк. Уже так быстро? Красава. Старый канал не работает. Старый канал будет активен 7 мая. Его снимут бан. 3 месяца как раз прошло. 7 февраля его, получается 7 февраль, март, апрель, да. 7 февраля его забанили вот, на 3 месяца. Так что 7 мая будет активен, как бы.
Так, это можно удалить. Это можно оставить. Как канал. Сильно матерился, пил и курил или прелюдствовал. Не то, не то, не то. Просто фильм включил. А на ютубе сразу бан дают, короче. А же там вообще жестко, там без авторских прав. Музыку будешь слушать без авторских прав, да, тебе страйк прилетит там, блядь. Ну вот, то бишь. Да, они вообще... Twitch не так на это реагирует, как YouTube вообще жестительно, кстати. Что-то настроение никто сегодня не хочет поднять. Ладно, фильм будем смотреть, может поднимет настроение, да? В магазин сходить, там много средств для поднятия. Не, я не хочу, Саня, пить. Ты чё? Зачем? Зачем бухать? Бухать не модно уже. И Твиче тоже, да, Твич тоже. Ну ты говоришь, там для поднятия настроения много средств есть. Ну я и говорю, типа купил, бухнул, и все ништяк, да? Поднять настроение. А, ну поднять настроение, просто прийти поглазеть. А у меня там наоборот. В магазин надо идти с деньгами. Христос воскрес. Воистину воскрес. Мех Z. В магазин надо с деньгами ходить. А что ходить? Наоборот, там только настроение себе испортишь, блядь. Выпил чутка, настрой поднялся и хорош. Не-не-не. Если выпить, то, знаешь, выпить, набухаться, блядь, сразу. В дрова, блядь, в щи, блядь. В говно, блядь. Вот. Почему не танки? Ну, сегодня не будет танков. Завтра. Ну, сейчас смысл на час включать танки. Сегодня у нас другие планы на стрим. Но там настроение хреново будет. Не, когда бухаешь, настроение у тебя хорошее. Когда перестаешь бухать, настроение плохое. Особенно с утра. Встал, блядь.
Настроение вообще. Ай, блин. Микс спасибо за подписку. Как у тебя правильно, Мекс или Микс Z? Сразу извиняюсь за мой иностранный английский, но когда до хера бухаешь, не особо настроен. Да, да лучше вообще не бухать. Лучше деньги куда-нибудь потратить в нужное дело, что-нибудь купить себе лучше. Ну что ты купишь этой злой жидкости? Мекс. Ну правильно, я первый раз сказал Мекс. Все, Мекс. На проституток. Блять. Хз знает, Саня, хз. Просто П. Мне звонят.
Нет, это мне не с работы звонили, это моя звонила. Вот. Что-то его не видать. Кого? Кирюша? Кирюша в городе, он где-то работает там в Петрозаводске, что ли, либо. Он все там по строительству все херачит. Комса, здорово, Комса, Комса 18. Санек, это ты там Комсо, под Комсой зашел? А? Все, доступна 3-я серия Игра престолов. Круто. Каменщик, булдыжник, да. Комса 18. Ну подписывайся, Комса 18 на Твиче. Мекс сразу в друзья. Ставь наверху отслеживать. Еще и рекламы. Чего рекламы? Ты про что, Санек? Ну рекламы это они сами по себе, это я их не вставлял туда, они сами по себе рекламы эти. Что у нас музыка? Во. Поставил еще рекламу. Ничего я не ставил, никаких реклам. Так. Ой, блядь. Саня, хочешь быть в топ-донатах? Три аккаунт. 3-й аккаунт уже. Мекс, ты про что 3-й аккаунт? Где быть? Вот здесь. Наверху, видишь, зелененький, топ-донаты. На Твиче, Мекс. А, это у тебя 3-й аккаунт. А что так, 3-й аккаунт? Забываешь пароли, что ли? Вот. Все подписаны, да. Почему сразу денег перевести надо? Ты неправильно понял, Санек. Так. Да блин, память плохая. Ну донат. Мне, кстати, надо тоже вот эти все от ютубов, от твичей, от этих, как его, рестрима, блядь, надо все переписать. Пароли все эти, блядь, потому что если мало ли Windows носить, мало ли что, да, то потом это восстанавливать, это очень, блядь, сложно. Вот. Как бы я и так уже все на один mail все захерачил. Мэрин тоже я. А ты разве есть у меня Мэрин? Вот в фолловерах я Мэкс. Марин. Так, ты мне сказал все пароли, Ты скажи все пароли, я запомнил. Ха, нихера себе, Саня, ты.
Не, такое нельзя говорить. Да мы в танке играли, у меня Дискорд лагал. Да? Понял. Ну, я много с кем играл, слушай, всех не запомнишь, честно, без обид. Вот. Всех не запомнишь. Когда в танке вот бывает, ты начинаешь играть, бывает там, давай поиграем в возводе, там как бы с одним там пару каток сыграешь, с другим. Бакуров. Вова, я Бакуров. Тарарарарам, тарарара. Вова Бакуров. Ты в Твиче есть, да? Подожди, так. Вова. Ты тогда играл вроде бы на КВ втором тогда, да? Начинал. Если я не ошибаюсь. Ты играл на КВ втором, потом КВ четвертый, что ли, взял. Да? А, все, понял. Просто я говорю, всех не запомнишь. Вот, у меня 181 фолловер, кто бишь, да, подписано, как бы из них больше половины, кто в танке. С кем я в танке добавлялись. Да, ну тут понятно. Вот. А где твоя? Моя на работе. Санек. Моя на работе работает. Она ж работает с 6 утра, когда уедет на работу, и до 12, до пол-первого. Ну, только пол-первого она домой приезжает. Кому надо стаканчик? Можно его что-нибудь с ним замутить. Дэдпул 2. Самому активному пользователю. Я же говорю, в отпуске. Она уже была в отпуске. 2 недели отпуск же был у нее. Санек, ты чё? Две недели пролетела, как, блядь, пуля нахуй. Фанера над Парижем, блядь. Можно так сказать, нахуй. Вот. У меня есть еще вот сюда. Вот здесь подключается скайп. Вот, но здесь у меня чат. Его видят все. Вот сейчас я могу вот так его оставить, короче, и будете видеть, писать то, что пишет, с каких этих. Вот, Twitch есть. Тут контакт. YouTube. Вот сейчас напишу. Привет. И он должен высветиться. Вот, высветился, привет. Куда сюда, да? Не, так неинтересно. Хай. Спасибо за дизлайк, кто поставил дизлайк мне от души. Ни капельки даже не расстроился. О, Бородач, привет. Как дела?
Как дела, бородач? Чё нового? Уже 2 дизлайка. Круто, красавчики. Давайте, кто наберет больше. Давайте, ставьте. Давайте все отлайкиваются, ставим одни дизлайки. Блин, так неинтересно. Но все равно один кто-то оставил. Норм сам. Да, вот. Работал, блядь, некогда было даже вообще до компьютера даже добраться, блядь. Пришел, как говорится, без задних ног, нахуй, сразу спать. Вот, да еще смены такие были, блядь. То бишь не подугадать. Чтобы это, там, постримить, поиграть даже, блядь. Могу. А, вот, я спалился, Саня, да, блядь? Это значит, ты мне дизлайки хуяришь. Все понятно, да. Один поставил. Да пусть висит. А то ж не бывает такого, чтобы что-то в канале там у кого-то должно нравиться. Нет такого, чтобы, блядь, там одни лайки, нету дизлайков. Кому-то что-то не нравится. Ну, хоть дизлайки тоже норм. Так я, да, я ничего не говорю, я говорю наоборот, это дизлайки вообще тоже. Уже видно, что кто-то зашел на твой канал, блядь, поинтересовался твоим каналом. Видно, что-то не понравилось, он решил поставить дизлайк. Так, ну все, на конвой, короче, я всем отписался, все приняли на смс. Вот. Я убрал, не туда нажал. Вот. Как бы... Так, что мы тут? Да видишь, Бородач, хотели замутить конвой завтра там в одной группе. И, короче, народ не набрался, и сегодня отменили конвой. Короче, здесь печально. Все, давай, Бородач, спасибо, что зашел. Тебе тоже удачки. Хорошего дня тебе. Внимание, ключ на старт. Блин, хочу сам стримить. Так это... И тебе удачно спроси. Спасибо, Бородач. Кстати, а как тебя вообще звать-то? Все, Бородач, Бородач. Ну как-то... Или ты уже привык, что тебя по этому нику называют, да, по твоему? Ну, стрёмно. А чё стрёмного? Вот чё стрёмного в стриме? Ничего стрёмного нету. Ну, просто хотение и еще раз хотение. С телефона тяжело, наверное. Ну, из телефона, блин, и слушай, из телефона только ВК Лайв вот, стримил. И то, когда на работе был, просто включал прямой эфир, как бы сидел на работе и тупо общался, как бы, знаешь. Вот. Ну, можно и играть, стримить, ну, там качество не то. С телефона стрим игры, как бы. Вот.
И найти контент правильно надо. Так, все, Саня, надо, все. И контент, и хотение, и возможности, и... Видишь, эти же, как, стримят, они же как бы... Надо, блядь, чтобы у тебя компьютер был, да? Во-первых, нормальный комп. Железо там, блядь. О, чтобы тебя потянул стрим. Вот. Веб-камера, микрофон, блядь. Вот. Ну уж про хромакей и остальное я уже не говорю, это уже потом. Это уже когда сразу изначально там, блядь, все купил, ты, знаешь, первый раз сегодня запускаешь стрим, и у тебя все охуенно, все как бы, это... Есть люди, которые только начали и всякие все там забацали, да, там прибамбасы, хромакеи сзади, все там, компьютер там за 100 там собрали себе там больше, блядь, чтобы для стрима чисто. Все, сиденья там купили, там, блядь, сиду этот кресло, блядь. Ну, короче, все, как говорится, по фэншую, блядь. И чё, они сидят, у них там больше 10 онлайн людей не набирается, потому что, как бы, люди хотят сразу, чтобы они запустили стрим, у них сразу было подписчики и всякое разное. Не. Видосики снимаю. Кстати, да, много вот на видосиков, обзоры. Вот те же обзоры снять на что-нибудь там. Обзоры, либо, ну, обзоры на что снимать. Вот. Если бы ты там что-нибудь там ремонтировал бы, да, обзорчик снимал там. Телефоны вот некоторые ремонтируют. У меня много в Ютубе есть, кто ремонтирует телефоны, компьютеры, да, вот, кто, может, знает, это Бригман, Муди Мурк, потом Сталкаш и всякое разное, вот эти люди. Они обзоры делают, да, и эти людям нравится, как бы, и у них по 200, по 300 тысяч подписчиков, как бы. Вот. Ну, ходи бомжей снимай, бля. Может, кому затащит это, блядь, бомжей снимать там, бля, угорать там, блядь, знаешь, это типа пранк. Вот. Типа Эдвард Билл, блядь. Про тачки видосы снимать. Ну да, если тачками ты занимаешься, если у тебя есть своя тачка, как бы. Ну, про тачки, видишь, мне кажется, лучше бы снимать, когда ты сидеть в автосервисе работаешь, чтобы машины менялись каждый раз. Ты же не будешь все время там, у тебя стоит там Лада Калина, блядь. И ты чисто по ней обзор делаешь, снимаешь там что-то. Ну ты раз снял, все, второй раз, что ты там будешь снимать? Вот. Как по ней каток, только если проедется. Забавно будет видосы про бомжиков. Тогда у нас в городе на автовокзале бомжей много. Вот. Подошел к одному бомжу, сказал: здравствуйте, там, тарарам, как вы типа опустились за такой жизни, блядь. Вот. А он тебе там, блядь, дай сигарету, блядь, братан, на. Вот. Типа того. Не, вот обзоры. Мне кажется, если про тачки, надо где-то в автосервисе снимать. Либо если у знакомых есть автосервисы, да, которые тебе дадут добро, чтобы ты пришел и там про какую-то тачку, там, блядь, например, девятка, блядь, да, там, что у нее там, блядь, какие там плюсы, минусы, знаешь. Вот. Ну, про эти тоже много видосов есть, кто снимает обзоры про тачки. Но с тачками надо интересные проекты покупать, ремонт делать или еще. Ну вот, видишь, машинах не шаришь, смысл тебе. Уже все, машины на задний план переходят. Вот, так, кстати, где у меня Дениска-то пропал сегодня куда-то? Надо написать ему, что в 4 часа мы... А, да, в принципе, что, до 5 время есть, да, все. Так. Вот, как бы смотреть. Блять.
Или мути пикап с девахами. Не. Сейчас же видишь, много кто-то там кулинарией занимается, кто-то там, блядь, вышивкой, блядь, сидит, вышивает и прямо на стриме там, блядь, у нее там бабки, я заходил, там, как, ну реально бабка лет 60, наверное. У нее 2 камеры установлены, одна на нее показывает полностью, как она вяжет, и вторая камера показывает, как она вот это все делает, короче, блядь. И у нее там столько, ну там тоже такие же, блядь, тетки, бабки, короче, вот, внуки там повключали им, блядь, эти, понастраивали всякие ютубы, и вот они там, блядь, смотрят, интересно там, блядь. Да, блин, я на 7 катаюсь. И YouTube только такое не пропустит. Что не пропустит, Санек? Нас кмерка не покатит. Санек, пиши правильно. Непонятно, что ты пишешь. Прокатит или не прокатит? Что прокатит? Так. Да я засыпаю потихоньку. Да ты там на вагонах накатался за ночь, конечно, Санек, я понимаю тебя. Спать охота, блядь. Так, что? Ну, сделаю из 7 кабрик. Из 7 кабрик. Крышу болгаркой расхуярил, да, до лобовухи, нахуй. Ставил это лобовое стекло, блядь, сюда. А сзади все вырезал, на. Нет, надо с Волги делать. С Волги, мне кажется, особенно со старой Волги. Взять старую Волгу. Старую Волгу. Да не, какую-нибудь Волгу взять, такую уже, знаешь, там, блядь, вон какой-нибудь подснежник, который не на ходу, отшаманить его, там, привести в чувство. Вот здесь по Питеру до хера я вижу Волк, ну, всяких вот этих подснежников, которые стоят уже, блядь, там такой слой грязи на них вдоль дороги. Вот, которые там, не знаю, либо хозяев уже нет живых, либо хозяину вообще насрать на эту уже машину, блядь. Двигатель колотнул, он не хочет в нее вкладываться, блядь. А продавать жалко и заморачиваться не хочет. Вот. Или мото купи и в лес гонять. Да ну, денег надо. Не, ну конечно денег надо, на все денег надо. Как мне сказали, хочешь, говорит, раскрутить свой канал и чтобы подписчиков было, типа там, блядь, пиары, хуяры всякие делай, короче, бабки вкладывай. А зачем мне бабки вкладывать? Потихоньку, помаленьку народ сам появится. Сейчас как бы вот людям что-то надо, да, чтобы такое было. Что-то снимать.
Неконтентно. Ну я поехал, еще зайду. Давай заходи. Кстати, Мекс, это в 5 уже можешь потом заходить на... Блять, уже все это. Короче, ВКонтакт. Ко мне зайди, добавься контакт ВКонтакте, да, сегодня чисто ВКонтакте у меня будет сегодня стрим по видос будем сегодня. Вот. Игру престолов 8 сезон, 3 часть показывать, серию, то есть 3 серию. Сначала первых 2 покажем, кто не успел посмотреть, потому что ажиотаж был тогда, когда первую, вторую мы, когда я показывал, вообще был, блядь. Меня, блядь, рвали и метали, блядь, с этой третьей, блядь. Вот. Я в ВК не сижу, а Инстаграм. Не, Инстаграм у меня нет. Есть Инстаграм, но я им редко пользуюсь. А в Инстаграме, мне кажется, тоже, наверное, там, блядь, этот, наверное, бан прилетит, наверное, если ты будешь фильм, это, как его стримить. Вот. Ты, Санек, ты что, пришел с работы, так и спать не ложился, что ли? А? Просто ВК заблокировали на территории Украины. Ого, как интересно. Они тут что там вообще, что ли, бля, сало обожрались, нахуй? Или подожди, или ты сам, я с Киева. А, все, пардон, извиняюсь. Я думал, ты приехал в Киев, ой, в Украину туда, да, и типа, блядь, тебя забанили. Все, пардон. Не, ну я вот этого не понимаю. Ну что вот эти соцсети-то, блядь, что там все скрывать-то, блядь? Какие-то, блядь, страдящие объекты какие-то, или что? Блядь, я вот не знаю, вот, блядь, этого сейчас вашего, извини за выражение, хуя этого Порошенко сейчас, блядь, вытурили, блядь. Вот. С поста, блядь, может у вас нормально сейчас все, Зеленский там, может, что-нибудь разрулит у вас. Ведь я на ютубе через 5 минут буду. Все, понял, Дениска. Уже Зеленский. Не, Зеленский он вообще... Я фильмы смотрел с ним, как бы, чел такой. И передача есть. Насмеши актера, что ли. Короче, там за бабки. Если ты насмешишь актера, там что-нибудь пиздишь, там всякую хрень, да. Вот. И он засмеется, то там тебе бабки дают. Вот. А этого надо к стенке нахуй ставить, блядь. Вот, по моему времени. Ой, мнению, блядь. Порошенко этого, блядь. Он реально, блядь. Шухеру навел нормально в Украине. А, рассмеши комика. Вот, да, все. Рассмеши комика, да-да-да. Доллар по 28 гривен. Так, а если 1 гривен, это нашими сколько будет в рублях?
Так, 1 гривен. 2 рубля 45 копеек. Охренеть. А ты говоришь 28 гривен, да? Угу. Да. Охренеть. Охренеть. Жигули с 1000 баксов. Жигули 28 тысяч гривен. Чего? 686 тысяч. 28 тысяч гривен, это получается 686 тысяч 190 рублей 38 копеек. Вот так вот, поняли, да? Жигули стоят. Нормально, нормально, вообще таки, блядь. Мне кажется, за такие бабки можно, блядь, купить нормальную какую-нибудь X5, блядь, себе, да. А может и не купишь. Да не, ну... 686 тысяч, блядь. Фу. Блядь. Жига столько стоит. Это новая Жига столько. Да я бы даже новую не стал бы реально покупать бы. Вот дали бы мне вот такую сумму бы, да. 28 тысяч гривен, блядь. Я бы не стал бы себе покупать Жигу бы. Я бы купил бы какую-нибудь, не знаю, блядь, нормальную иномарку, блядь, за 600 тысяч рублей, на. Так что так, да. Бля, да что у меня все повторяется-то, ебаный индус, а? Может, что-нибудь другое есть, нормальная музычка. Я семерку свою купил. Так, семерку свою за 1080 гривен купил в идеале. Это за новую Жигу просят столько, нет. Перепродают. Да. Короче, блядь, купить велосипед, ездить на велосипеде, нах. Я у перекупа взял. Капец цены. Ну а что ты, Санек, хотел? Сейчас везде цены, блядь. Хоть ты возьми, хоть Украину, хоть
Америку, хоть что. Везде бабки нужны. Ну, у нас сигареты сколько? Вот я сейчас покупаю Бонд, да, вот с кнопкой фиолетовый, и стоит он 100, уже 110 рублей, блядь, был 105 рублей недавно. Сейчас 110 рублей. Петр компакт, я курю 76 рублей. Да не, Саня, они уже невкусные компакт. А, курить. О. Кстати, то, что я сейчас чем займусь. Начали так говорить. Ну не, когда курить нету, я и такие покурю. А когда если я иду в магазин, я курю чисто Бонд с кнопкой фиолетовый вот этот. Или Айкос задолблю. Пачка 48 гривен. Охуеть. Так, это получается 48, да, мы умножаем на 2. 120 рублей. Межпланетные путешествия. С 1 марта по 10 мая. Nautilus Space. Сотни экспонатов. Интерактивные программы. Встречи с космонавтами, учеными и многое другое. Вроде бы да, 120 рублей. Всей семьей на выставке. 16 линия Васильевского Ну, около 120 рублей, да, вроде бы, получается. vk.com/space. Фу, нормально. Да мне кажется, слышите, парни, проще бросить курить нахуй, все. И сигареты просто сцену отложить на задний план, блядь. Как бы у меня нет такой привязанности к сигаретам. Я могу курить, могу не курить. Как бы. Если у меня есть сигареты, я покурю. Если у меня нет сигарет, у меня уши не пухнут, и я не бегаю тут, блядь. В конвульсиях в этих, блядь. Ходить тут, блядь, где покурить взять. Не, у меня такого нет. Саня, ты так интересуешься, как будто ты собрался на Украину ехать жить. Мне просто по телеку показывают, что газ дорогой в Украине. А у нас по телеку только смотришь, блядь, либо Украину, про Украину что-то говорят, либо про Америку. Все. У нас новости-то смотреть-то. Так может сейчас Зеленский вас сейчас может что-то разрулит, может проще будет. Ну, в принципе, фиг знает. Как говорится, в каждом омуте черти водятся, блядь. Так что
От Зеленского тоже можно ожидать всякого. Бля, чай закончился. Эх. У нас цена природного газа 5 рублей. 5 рублей за куб? Я получаю 13 тысяч гривен. Получаю на буровой. Угу. И не хватает. Это получается 32, 30, ну короче 33 тысячи, да, нашими будет. 33 тысячи, 32 500 будет. 33 тысячи, ну маловато, конечно. С такими ценами мало, чисто. Ну, у нас есть, кто и меньше получает, да. Вон я в охране на ЦБК, Санек. Помнишь, работал, да? В ЧОПе. 18 тысяч зарплата, блядь, у охранника. Ничего. Нормально. Вот. У нас же кто только получает деньги из нормальной зарплаты? Начальники? За квартиру заплатить, за коммуналку, продукты, да, и все, и все, и денег нету. А если еще дети, на детей потрать, подгузники, если родился, купи, блядь, смеси купи, и всякое, ой, одни лекарства только, блядь, сколько стоят. Что ты будешь говорить? Надо на геолога учиться. Что там, зарплаты большие у геолога, да? Ладно, я поехал за машиной. Что, уже в Украину собрался за машиной ехать, Саня? Как-то ты быстро ты это решение принял. Про бухло не забудь сказать. Конечно, от 45 до 15 тысяч. Это получается, если у вас в гривнах, да? Гривен. Да. Нормально, если получается 13 тысяч гривен, ты говоришь 32, 13. Ну, блядь, нормально, около сотки. Машина в ремонте. Понятно, а что ты с ней сделал, с машиной? Рюмка водки. Привет, рюмка водки. Привет, привет, привет всем. О, Денис, привет. 150 тысяч гривен.
Нормально. Ну, 13, если 30. Блин. Все, давай, Мэр, спасибо, что зашел. Заходи еще, если будет время. Что ты там, Денис, вчера гульбанил, что ли? Ай, блядь. Я бы сам бы сейчас бы. Через часик, да. Я где-то без 15 этот заканчиваю. И уже на ВКонтакте стрим уже отдельно запускаю. Да, кому, если интересно, можете... Внизу под описанием есть ссылка на мою страницу. Вот. А, у меня там группа ВК есть. Бля, кстати, надо в Ютубе выбросить статус. Свою страницу. На Твиче есть моя страница. ВКонтакте. То бишь там будет стрим дальше идти, только уже по другой теме. Будет проходить проводиться просмотр 8-го сезона 3-й серии Игра престолов. Ага, другану самогон 3 литра подгоняли. Ух ты. Так, виск. Самогон, это же, блядь, считай, тоже вискарина. Не, я бы сейчас нормально самогончику бы, блядь, пару бы этих бы вмазал бы. Сказали, третья часть этого Игра престолов, да, третья серия, вообще, говорят, огонь. Чувак мне сегодня писал, говорит, я уже, говорит, посмотрел. Вот. Не знаю, где он посмотрел его. Может, подписку купил, блядь, за бабки и посмотрел. Вот. Он сказал, вообще огонь. Третья часть. Ну там будет все дальше и дальше, короче, развиваться события. Это я вчера тоже нормально вмазал, да. Я думаю, надо вот сейчас перед этим... Не, я думаю, знаешь, во сколько, Денис, я закончу этот стрим. Я где-то, наверное, закончу... Так, сейчас у нас 15. Ну, пока здесь и сейчас до... Давай до половины 5-го. Пока здесь, да, вот сейчас, чтобы на 3 платформах стрим сейчас. А потом я оффаю и на ВКонтакт перехожу. Кстати, надо в Ютубе скинуть ссылку на страницу свою. Сейчас сделаем, сейчас сделаем. Что ты там больше это свою-то не подкалывал с бакенбардами-то? Ай, блядь. Бакенбарды, блядь. Чуваки, у кого есть бакенбарды, блядь,
Лучше сбрейте их нахуй. Потому что история про эти бакенбарды, если кто не знает, то лучше не знайте. Лучше сбройте их. Жюрен. Так, что мне надо этот ложить, да? Сейчас. Сейчас. Что там? Рюмка водки, расскажи историю. А у тебя что, это баки есть, да? Нет, борода. Не, ну борода это фигня. Короче, раньше в старину, ну, как в старину, я уже не помню, каких годов, да. Вот, раньше, короче, бакенбарды отращивали, да. Вот. Для того, чтобы когда бабе лижут пиздень, извините за выражение, лижут пиздень. И вот этими бакенбардами, короче, ей щекотали ляжки, короче, ну, делали, короче, этим еще приятнее, короче. Вот. Как бы вот так вот, такая история про бакенбарды, блядь. Короче, бакенбарды раньше пиздолизали, носили, блядь. Шевелюра, блядь, на лице. Там у меня знакомая, короче, другана так в университете, короче, препод по истории. Он пришел, а у него чувака, короче, бакенбарды были, блядь. Прям до самого подбородка такие, блядь, густые. Вот. И что-то чувак там уебывался на препода. Но препод взял его, короче, как говорится, это, закомплексовал, блядь. Он говорит, ты вот, говорит, бакенбарды, говорит, отрастил, а ты знаешь, говорит, для чего бакенбарды нужны, блядь? Вот, не знаю, типа, зачем, для чего они нужны. И он не посмотрел, что на уроке сидели там девки, ну, короче, классы, да, там вот в университетах же большие вот эти залы, вот эти. Вот. И, короче, препод как выдал, блядь. Там просто все попадали, а чувак, короче, бедолага покраснел весь, блядь. Вообще, нахуй. Вот, как бы, не знаю, я бы после этого вообще пошел бы, блядь, сбрил бы нахуй эти баки, блядь. Жора, блядь, вали. Рюмка водки на столе.
Блять. Так. Че, Дениска, наверное, херово, да? После вчерашней гулянки. Ну. Вот так. А как голова не болит. Ну не, ну от хорошего самогона, мне кажется, голова не должна, наверное, болеть. Так, надо, короче, подумать, что захавать. Поверь, в нашей жизни все лежат, все сосут. Скрипты так прописаны. Самогон добрый. Да. Верно, Рюмка, ты говоришь. Сейчас даже по карьерной лестнице, блять. Если кому-то жопу не отлижешь, нахуй. Не продвинешься, блять. Либо другое, что. Лежать. Лежать. Мой верный кот. Живи на яркой стороне. Акции Гиги за сон действуют до 31 декабря этого года в России, за исключением Чукотского автономного округа Республики Крым и города Севастополь. Бонус начисляется при положительном балансе. Подробнее об акции, тарифах, участниках и организаторе на beeline.ru. Жора, блять, я понимаю, ты хочешь ласки. Придет хозяйка и погладит тебя из шерсти, блять. Слушай, Денис, а Верещагина это где находится? Что-то я это... Не могу понять, Верещагина это где-то под Москвой или где это вообще? Что там у нас? Недалеко от Перми. Палец тебе не в это, вверх. Да я-то в Березняках. Пермь. Понятно. Ну, короче, далеко, да, от Питера, от Москвы. Пермь. Да. От Питера, конечно, далеко. 1500 километров. А от Питера до Москвы получается у нас 650 километров. 650. Ну, нормально.
Порядочно. Это по прямой, если ехать. Ну, Москва вообще в Ебеневых находится. Короче, получается, ты рядом с Нижним Тагилом, да? Екатеринбург, Ижевск. Все вот это рядышком, да, почти находится. Понятно, понятно. Это надо на твоей фуре с ЕТС ехать. Что-то у меня какая-то запоздала реакция, мне Саня недавно писал, уже давно-давно в Берлине. И только через 2 часа мне пришла смс-ка ВКонтакте. Потому что он мне написал, что я в Берлине, блядь. Что у меня телефон живет свою жизнь, блядь. Так. Что-то надо придумать, похавать. Чего? У тебя сколько рекорд по пальцам? 100 лайк. Ненавижу. Ты к чему сейчас писал так? В каком смысле, я вообще не понимаю. У тебя сколько рекорд? 100 лайк. Что, например, Натали? Вот думаю, что поесть. Лайк. Лайк это собаки. Лайкают люди, а не собаки. Вот про что ты. О. В принципе, да. Верно сказано. Лайки, лайки. Будем, знаешь, как называть теперь? 7 пальцев вверх, 1 палец вниз. Так, мне кажется, будет лучше, да? Ну это, наверное, рюмка водки, наверное, придумала собака какая-то сутулая про эти лайки. Сейчас реально народ вообще ополоумился, блядь, лайками. Бля, у кого есть шуруповерт, блядь, вышлите мне по почте шуруповерт, я потом вышлю его обратно к вам. Я диван закручу
заднюю стойку, блядь. У меня нет просто шуруповерта. Тум-турурум-рум-тум. Бля, почему у меня не все чаты высвечиваются, блядь? Интересно. Интересно, девки пляшут-то. Хорошо, Денис, я тебя понял. Давай. Я в 16:30 заканчиваю здесь везде стрим. Только потом в 17, где-то без 10:05 я запускаю. Так. Да. Без 10 где-то 5 я запускаю ВКонтакте стрим. Интересно, блядь. О. Так, жаль, что ты так про собак. Жаль, что ты так про собак. Я не имел в виду, что собаки, про собак именно, а про людей. В образе собаки, на сутулой. Что Денис стримит? Денис, он ничего не стримит, он... У меня просто модер на канале. Все, опять у меня, блядь, этот... Стрим-чат у меня опять зависло. Просто собак я люблю очень сильно. Я бы себе завел собаку, но... Где мы живем, сейчас мало места. И с собакой надо гулять, и... Времени нету. А против собак я ничего не имею. Cause when it's all over, the love that
Да пусть депутаты будут сутулые. Пусть, да. Я согласен с тобой. Не, ну выражение есть такое. Собака сутулая. Да, депутаты, ты правильно сказал. Лучше пусть депутаты сутулые. А ты рюмка водки, ты откуда будешь? Томск. Не, я сам с Карелии, а как бы просто живу в Питере. О, спасибо за подписку, рюмка. По душе. Так, 16-15. Если рюмка интересна тебе будет, заходи на ВКонтакт. Ссылка есть внизу. Я выбросил на мою страницу, там будет. Там чисто стрим вестись. Потому что YouTube банит сразу, на 3 месяца дает бан. Карелия так же хорошо, как и Сибирь. Да. Много леса, водоемов. Ну, в Сибири я не был. Но я понимаю, что в Сибири как это. Леса. Ну, если сейчас так будут пилить лес, блядь, то, мне кажется, вообще, блядь, скоро леса не будет.
у нас. Смотришь, одни делянки, одни, блядь, пильщики, блядь. Все пилят, там. Все деньги, деньги. Все хотят денег заработать, блядь. Ой. Так, у нас все готово для этого. Сейчас я сейчас тебе ссылку на свою страницу скину. У тебя же есть страница ВК, да? Вот, заходи, добавляйся там, вот, придет уведомление от тебя как в начале стрима. Да, пожалуйста, что. Что-то я хотел. Выставка уникальных экспонатов «Космос». Межпланетные путешествия. С 1 марта по 10 мая. Nautilus Space. Сотни экспонатов. Интерактивные программы. Встречи с космонавтами, учеными и многое другое. Совершите межпланетное путешествие всей семьей на выставке. 16-я линия Васильевского острова, 83. Билеты на сайте procosmos.info. Партнер мероприятия vk.com/space. Блять. Аватарку надо поменять на то, что-то как-то это. Аватарка, да? Не так. Все, я добавил. Так, я кое-что хотел проверить. Получится ли так сделать? Так, захват окна. Очень получается, да, сделать это именно.
Планы. Найти работу себе нормально сейчас. Планы. Это вот сейчас первое, что у меня есть в планах. Я сейчас со старой увольняюсь. Уже написал заявление, у меня сейчас отработки 2 недели. Найти работу и работать. Планы. Ну, планы сейчас у меня, вот я сейчас учусь вот, на права. Вот. В планах у меня сейчас на права отучиться, купить машину. А так у меня вообще самый на первом месте план, это сейчас надо помогать детям. Это у меня самый... Блять, тут чё? Кошара, блять. Жора, блять. Если свалишь в окно, значит все. Будешь гулять на улице. Помогать детям сейчас. Ну, не представляю, какую работу ты хочешь найти. Найти работу такую, которую платят, не обманывают вовремя. Пусть задержки будут небольшие, но хотя бы чтобы не обманывали. Вот. Миллионов не нужно, главное, чтобы детям помогать и себе оставалось на жизнь. Да, не строю иллюзии, я говорю как есть. Потому что сейчас везде гораздо наебать. Вот. Не платить. И всякое разное.
Стримить с утра до вечера все подряд. Пиратки, зритель тебя найдет. Ваня найдет. Стримы у меня чисто в свободное время, если чё. Стримеры не бедные. Ну не знаю, как другие стримеры, но у меня нету миллионов подписчиков. У меня вот сколько есть подписчиков, 30 с чем-то, и все. С этого, поверь, я ничего не получаю. У меня никакого выхлопа с этого нету. Уже стримлю, потому что мне это нравится делать. У меня не топовый комп, у меня компьютер, блядь, ну максимум может в 15 тысяч, это максимум, что он потянет. Можно из такого компьютера с 15 тысяч начать стримить и неплохо стримить. И топовые игры не потянут, но можно что-то, если сильно захотеть. Ну да, тише едешь, дальше будешь. Зачем? Как некоторые, блядь, на раскрутки деньги тратят, пиары, блядь. Я не вижу этого смысла там, блядь. Там чуть, блядь, жопу не бреет, блядь. В своих прямых трансляциях, чтобы им там задонатили, либо что-то там, блядь. Не? Кто посчитает нужным задонатить, понимаешь? Кто-то задонатит, как бы. Я не стремлюсь к большим донатам. Так, ладно. Ладно, я буду, короче, заканчивать. Рюмка. Если что, заходи в ВКонтакт. Там увидимся. А здесь я буду сейчас заканчивать. Все, давай увидимся в ВКонтакте, Рюмка.